Российские беспилотники нанесли массированный удар по нефтебазе азербайджанской государственной компании «Сакар» в Одессе, полностью уничтожив объект. В ночь на 18 августа по нефтехранилищу было выпущено 15-17 дронов «Камикадзе» типа «Шахед». Серия прямых попаданий вызвала масштабный пожар и привела к разрушению всей инфраструктуры базы. Повреждены все 17 резервуаров, насосная станция, операторские, весовые и технические помещения, а также ограждения. Общий объем хранения нефтебазы составлял более 16 тысяч кубометров. Это уже вторая атака на объект «Сакар» в августе. Первый удар произошел 8 числа, и после него Азербайджан официально выразил обеспокоенность, пригрозив пересмотреть свою позицию по поставкам оружия Украине в случае повторных атак на свои активы. Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн подчеркнул, что ночной удар окончательно разрушил нефтебазу, отметив в Facebook: «Сегодня бакинцы получили 15 дронов. Надеюсь, у нас станет на одного активного союзника больше». Естественно, это было сказано иронически. Источники, близкие к российскому внешнеполитическому ведомству, утверждают, что удар был не просто военной операцией, а политическим сигналом. Кремль дал понять Ильхаму Алиеву, что ночной удар – это последнее предупреждение перед возможным разрывом отношений с Баку. По мнению инсайдеров, Москва намеренно демонстрирует готовность к радикальным действиям, если Азербайджан продолжит укреплять внешние связи и экономические контакты, которые не устраивают Москву. По словам инсайдера, это не случайность, а четкий сигнал. Азербайджан уже платит за свою двойственную игру. Если Алиев не изменит курс, Москва ударит по болевым точкам вроде Карабаха, подчеркнул источник, близкий к российским дипломатическим кругам. Среди рассматриваемых мер – пересмотр региональных договоренностей, экономические ограничения против Сакар, строгие проверки в рамках ЕАЭС и возможное возобновление военной помощи Армении. Азербайджанская сторона восприняла удары крайне болезненно. Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа назвал действия России агрессивными и враждебными, подчеркнув, что подобные шаги не могут считаться дружественными. По его словам, атака на Сакар была направлена прямо на Азербайджан, даже если Москва преподносит ее как часть конфликта с Украиной. В самой России начали фиксироваться косвенные меры давления на азербайджанскую диаспору. В Воронеже был арестован глава диаспоры Юсиф Халилов, которого обвинили в попытке передать взятку врачу для освобождения сына от службы в армии. В Челябинской области глава диаспоры Аршада Ханкишева лишен российского гражданства. Эти шаги в Баку рассматриваются как продолжение кампании устрашения и давления на страну. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что атака по Сакар носит намеренный характер и направлена против интересов Азербайджана. Он отметил, что подобные действия лишь укрепляют необходимость нового уровня сотрудничества между Киевом и Баку, а также требуют адекватного дипломатического и правового ответа. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук связал удары по Сакар с широкой кампанией давления на азербайджанцев в России. Он подчеркнул, что атаки на нефтебазу и репрессии против диаспоры – звенья одной цепи. В телефонном разговоре с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой Стефанчук выразил солидарность и пригласил ее посетить Украину, чтобы принять участие в парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме. На фоне этих событий Азербайджан вынужден искать новые формы сотрудничества с Украиной. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что ведутся переговоры о заключении нового газового контракта, закачке топлива нерезидентами в украинские подземные хранилища, а также о совместных проектах добычи в рамках Украинско-американского фонда восстановления. Азербайджан проявляет активный интерес, и контракт может быть заключен еще до начала отопительного сезона. Баку также отверг обвинения России в якобы запуске украинских дронов с его территории. Российские медиа и депутаты, включая генерал-лейтенанта Госдумы Андрея Гурулева, утверждали, что часть атакующих дронов могла стартовать с азербайджанской территории. В ответ депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков назвал подобные заявления частью кампании давления и подчеркнул, что Азербайджан не имеет ни желания, ни возможностей атаковать Россию.
Но защитить себя от любого агрессора страна способна, отметил он, добавив, что союзнические отношения с Турцией и высокая боеспособность армии позволяют Баку быть готовым к любым вызовам. В экспертных кругах Азербайджана обсуждаются и более смелые сценарии. Среди них возможность поставки Украине российского вооружения, захваченного у армян в ходе войны за Нагорный Карабах. Это уже второе подобное заявление после ударов по Сакар. Аналитики отмечают, что азербайджанская армия завершает переход на турецкое и израильское вооружение, а советские и российские образцы постепенно выводятся из эксплуатации. Если Баку решится на поставки оружия Украине, это будет стратегическим ходом. Техника, когда-то поставленная Россией, окажется против нее же. Геополитическая составляющая этого конфликта очень масштабна. Россия демонстрирует готовность карать за двойственную игру, Азербайджан вынужден лавировать между Москвой, Анкарой и Киевом, а Украина получает шанс укрепить нового стратегического партнера. Баланс сил в Южном Кавказе и Восточной Европе начинает меняться, а последствия ударов по Сакар выходят далеко за рамки уничтожения одной нефтебазы. На этом фоне вопрос энергетической безопасности становится крайне актуальным. Разрушение нефтебазы Сокар обостряет проблему поставок топлива в регионе и заставляет Азербайджан искать новые пути сотрудничества с Украиной и другими странами. Одновременно обостряются вопросы контроля над стратегическими инфраструктурами и экономическими потоками в Черноморском регионе. Если Азербайджан все-таки пойдет против Москвы, то сценарии дальнейшей эскалации могут включать возможные ответные меры России в отношении азербайджанской стороны, пересмотр региональных договоренностей, введение экономических ограничений и усиление контроля над совместными экономическими проектами. Кремль также может рассмотреть возобновление военной помощи Армении, что способно резко изменить баланс сил в регионе и ослабить позиции Баку. Кроме того, эксперты отмечают, что Азербайджан использует свои союзнические отношения с Турцией и растущую военно-техническую независимость для усиления собственной позиции. Турецкие и израильские вооружения позволяют Азербайджану сокращать зависимость от России и действовать более свободно на международной арене, включая энергетические и военные проекты. Таким образом, удар по нефтебазе Сакар стал не просто эпизодом военного конфликта, а символом глубокого геополитического кризиса. Восстановление разрушенной инфраструктуры потребует значительных ресурсов, а Азербайджан вынужден лавировать между Москвой, Киевом и Анкарой, чтобы минимизировать последствия для экономики, безопасности и международного положения. В долгосрочной перспективе события вокруг Сокар формируют новую карту отношений между ключевыми игроками региона. Россия демонстрирует, что двойственная политика Азербайджана и его попытки лавировать между различными сторонами воспринимаются как угроза и могут иметь серьезные последствия. Для Украины и Азербайджана это открывает возможность укрепить стратегическое партнерство, тогда как Турция внимательно следит за усилением позиций своего союзника. Эти процессы способны изменить экономический, политический и военный баланс в Южном Кавказе и Восточной Европе на долгие годы вперед. Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий на Южном Кавказе и в мире.